Так, друзья, всем добрый день. Делаю обзор ремонта Фредлайнера. Маленький он аварийный у нас. Вот такой вот Фредик, видите, попал в ДТП. Как бы мотор все целое. Приехал парень у нас с Казахстана, заказал эту машину. Мы с ним все обговорили. Короче, меняем бочину. Хотел показать больше акцент на вот эту бочину. Какие здесь ребра у Фредов, как они сделаны. Как бы показать хотел, как это все меняется. Видите, здесь клепки. Вот они, заводские. Вот они, показываю. Вот тут у нас замятина. Вот она. То есть вот так все это будет потом делаться. Смотрите. Мы что на это будем? Менять только бочину. Короче, клиент захотел не менять кабину. Хотел, чтобы мы поменяли только эту бочину. Так как кабина более-менее свежая, говорит, хорошая, аккуратная. И он не захотел ее, чтобы мы целиком поменяли. Говорит, лучше поменяйте мне просто бочину. И вот так это все меняется. Видите, клепки. Сейчас мы с другой кабины возьмем, отклепаем эту половинку. И она попадет четко вот в эти же клепки. Вот это поменяется. Это для клиента тоже видео просто, поэтому, видите, тут чуть замято. Вот это тоже поменяется. То есть мы отклепаем. Тут все на клепках, вы видите, да? То есть все. Когда мы заклепаем, и видите, я хотел показать еще вот так вот. Общий ремонт такой для клиента, который тоже следит за моим каналом. Вот так вот. Смотрите, видите, поставили мы ему защиты. Новые втулки. Валы проточили. Ну, как бы энергочистку ставим новое. Мы как с ним договаривались. Так мы все и делаем. Все перебираем. Еще один маленький тут у нас. Снимали редуктор. Сделать редуктор дефектовку. Посмотреть, что с редукторами. Как мы обычно это делаем. А вот тут, смотрите, видите, как болт сломанный внутри. Сейчас мы их высверливаем. Видите, болты. Вот они. И здесь сверху, конечно, масло гнало. Видите, с болтами, что здесь? Вот они. Видно, давно сломаны, видите. На герметик наклеили, получается. Это воткнули, как будто бы он там есть. Вот так вот. Вот так вот. Честно говоря, я никогда не встречал, чтобы были редукторные болты сломаны. Я не знаю, чего даже их ломает. Может быть, слабо ослаблялся когда-то. Дрожжение он его сломал. Но и в моей практике не было такого, чтобы ломались. Вот так вот идет ремонт. Показываю. Ну, там, в принципе, уже перебрано, как бы, да, все перебирается. Колодки наклепаны. Сейчас мы проверим еще вон редуктор. Что, как с редуктором, его пару, люфты, все попроверяем, просмотрим. Вот так вот. Ну, все, в общем, вот такой вот Фредик. Смотрите, 2004 года. Тоже заказан автомобиль. Вот так вот, смотрите. Сейчас покажу еще, что на бочине у него. Внутри бочина как утепляется, тоже покажу. Сейчас я с той стороны еще покажу, наверное. Тоже колодки наклепаны. Все стоит, сальники новые стоят тоже. Так-то кабина, видите, свежая, такая приятная и по салону. Она конец 2004 года машина. Также мотор будем тоже вскрывать. По его просьбе будем все вскрывать, все будем перебирать своей рукой. Говорят, перебейте, чтобы все было нормально. Вот такой центурик. Смотрите, это Фредлайнер, видите, у него перед на воздухе. С завода, причем, видите, подушки стоят. Вот так вот такая свежая машина, видно, была как бы по году. Они даже отличаются, видите, вот это старее у них, которые вот тут есть продолжение, да, то есть они изменили уже в 2004 году в конце вот эту верхнюю, где идет эти ходовые огни, она отличается, допустим, уже от тех, которые шли до 3-го года, там 4-го, начала года. Они вот этими вещами отличаются. Зеркала отличаются, вот эти коротенькие стоят у него, вот они маленькие, а у обычно алюминиевые длинные стоят. Зеркала чуть отличаются. Ну, в общем, как бы делаем практически тоже с рамой эту машину. Тоже разбираем полностью. Раму клиент сказал, не красим. Раму не надо, говорит, красить. Не надо красить, еще и лучше. Она как бы вся заводской краски, еще где осталась, конечно, краска. А так все будет без покраски рамы, без ничего. Сейчас я покажу вам, что у них, как утепляется кабина. Так, друзья, первые шаги, поехали. Фредлайнер Центурий, который был аварийный. Сколько лет стоял, бедненький. Теперь
Вторая жизнь. Такой вот красавец получился, смотрите. Ну как вам получился автомобиль, друзья мои, смотрите. Красавец, что могу сказать? Бочину поменяли, всю морду восстановили. Машина ручной сборки. Сейчас помоется и в путь. Мелочевку доделаем всякую и все, там осталось по мелочи. Брызговики подобрали под цвет. Труба, прямоток с нержавейки. Ну все, друзья, такой вот автомобиль. Итак, всем добрый день. Я приветствую всех гостей канала, моих подписчиков. Смотрите, делаю обзор такого фредлайнера. Смотрите, фредлайнер Centuric 2004 года. Сейчас пойдем потихоньку, буду по нему рассказывать, что мы сделали, что не сделали. Какие тесты провожу, сейчас все покажем, расскажем, поэтапно пойдем, друзья мои, потихонечку, не спеша. Машина это вот та, которая была аварийная, которую мы восстанавливали. Получается, была морда разбита у него, как вы помните. Обзор сборки этой машины уже есть, как бы, но сейчас вот более к финишу подходим. Вот так на финише это получилось. Машина не экономка, сразу скажу. То есть машина делалась, скажем, так вот, ближе к максимуму. То есть здесь делалась, скажем так, новая резина, новые аккумуляторы, все внешне там. То есть денег на нее не экономили. Вложенного в машину, парни, больше миллиона денег. Больше 1 миллиона рублей. Я примерно сумму посчитаю точно. Уже больше миллиона перевалило. Я, наверное, сделаю список, но посмотрим, что сделано, не сделано, сколько что стоит. Вот в этой машине больше миллиона вложено денег, друзья мои. Почему так много? От того, что я не предвидел, на этой машине была лопнута головка. То есть он был аварийный. Когда я снял мотор, когда начали разбирать, опрессовали головку, она оказалась лопнута. Как это 5-й Детройт. У них есть эта болезнь, на самом деле. Ничего не предвещало беды, он вроде не выбивал, смотрел по бачку я. Ну, вроде так, мотор-то был живой, на самом деле, внутри по блоку. Но вот головка была под всасывающим коллектором, под всасывающим клапаном. Была трещина. 3 недели только головку мы ждали, короче. Ну, в общем, затянулся ремонт, скажу честно. Делали долго, наверное, больше 3 месяцев, по моим подсчетам, да, то есть с момента задатка. Ну, машины работы было сделано немало, скажу так. Тут полностью переборка мотора, перебирали мы, и коробку снимали с автомата, делали механику, и редуктора все вытаскивали, все смотрели, как бы, да, по-моему, задние, не помню, вытаскивали или нет, но средний точно. Лобовые, друзья, тут по кабине, вот эта бочина, как вы помните, по прошлому видео, я, наверное, вложу в этот ролик, вот эта бочина менялась, вот эта бочина стоит уже другая, то есть мы сделали, то есть все краска на подбор, я только на подбор краску, там, не знаю, в районе 40 тысяч только за подбор красок отдал. То есть все видите, все в цвет, все стреляет, капот по компьютеру на подбор, бампер по компьютеру на подбор. Эти все жабры, вот эти задние, вот эти вверху, где фонари стоят, все красили, все на подбор. Эти обвесы какие-то части докрашивали, тоже краска на подбор. То есть все сделано здесь максимально, друзья, как вот ближе к максимуму, да. Цена этой машины, я вам скажу так, точно не буду говорить, в районе 2. То есть 2 рубля цена этой машине, то в районе этого, вот так вот скажу вам. Не точно не буду говорить, может быть, и сам клиент не хочет, чтобы цену знали точно. Ну вот в районе 2 эта машина стоит. Вывели мы, видели, прямоток, вот он, видите, трубу с нержавейки поставили, прямую ему. Вот она. С нержавейки вывели ему. По ходовой я же здесь не буду сильно тут умничать, потому что тут все сделано как всегда. То есть как всегда. Тут все новые энергочи. То есть мы с клиентом договаривались, все барабаны, все 6 абсолютно новые стоят. То есть машина делает, скажем, по максимуму. Энергочи, трещотки, вот барабаны, все 6, спереди, сзади. Все новое стоит. Шланги, видите, тоже все новое стоит. Здесь с тем предыдущим хозяином были уже перемычки, уже вот это он ставил сюда между подушками, это не мы делали. Амортизаторы тут, ну все новое, парни, резина, все. То есть денег на нее не жалел реально, то есть из непредвиденного, я говорю, головка выскочила, все очень долго делалось, все очень, ну такая, знаете, то есть машина была разбитая, без панели там, в принципе, там, ну, весь салон был вывернутый.
С ручной сборки автомобиль получился. Видите, брызговики такие я ему поставил сам уже. Видите, какие красивые. Прям в цвет машины. Фредлайнер, то есть. Ну, машина делается по полной, да. Что еще могу по нему рассказать? В общем, из вложений так примерно, так я накидал в уме, скажем, у себя там в районе где-то 550, наверное, с головка, там головка почти 200 рублей обошлась. Где-то 500-550 мотор, грубо 50 капот, там 20 бампер. В общем, решетка там даже это вот 19 тысяч, эта решетка только стоит. Лобовые, там работа, там эти коробка, резина только 150. Короче, здесь такого 150, даже больше, там где-то 170, наверное, только резина обошлась. И, в общем, тут столько уже тут денег, говорю, больше миллиона вот вложено в эту машину. Да, я просто накидал вот так вот, не считая там мелочей, там этих куча, там всякого там, эти лобовые, покраска, работа, то есть все, мотор перебирал сам. То есть, ну, вот я говорю, там денег вложено реально очень много, но суть не в этом. Все, то есть, вот в данный момент машина такая получилась, я считаю, эта машина получилась в отличном состоянии, я говорю честно. И кто хочет хорошую вот такую машину, пожалуйста, заказывайте, платите деньги. Но скажу сразу, не факт, что она будет такой же. Может быть, будет чуть хуже. А может быть, чуть лучше. Понимаете, да, то, о чем я говорю? То есть, есть вещи, там, например, по салону, да, там, которые я бессилен, да, то есть по пластику там я, скажем, нет у меня ресурсов уже. Все, что можно, скелет новый поставил, был я поставил, там, фары, к примеру, новые, там. Да все новое в этой машине стоит. Клиент здесь живет, присутствовал при сборке, все видел. Сейчас я хотел сделать вам еще заезд. То есть здесь поставили мы большую турбину. Сейчас покажу вам двигатель. Покажу мотор. Капот красили, все делали полностью. Радиаторы, кстати, да, интеркулер радиатор. Тоже шменяли, уже был аварийный. Передняя траверса. Генератор, пневмомуфта. Здесь столько денег, друзья, реально. Вот он двигатель. Даже вот эти все защиты, видите, поставили ему как положено. Видите, ковшики эти все поставили. Вот эту защиту новую поставили. Так, спереди он на воздухе, смотрите, да? То есть, вот барабаны новые покажу. То есть машина такая максималочка, скажем, ближе к максималке, так скажу. Что могу по мотору рассказать еще? Да перебрал ролик, в принципе, сборки мотора есть. Кого интересует, то есть он в открытом доступе у меня в YouTube на канале есть. Я ссылку, может быть, кину в описании, посмотрите, как мотор здесь собирался. Я говорю, неждачка это была вот здесь головка, да, то есть подвела нас. А так, в принципе, может быть, чуть дешевле обошлось бы нам это все. Также форсунки проверяли здесь, ну, все делали. Вот двигатель, он абсолютно сухой. Он на этой машине, смотрите, уже ездил, получается. У него прицеп там он забирал где-то в Ставрополе. Ну, километров 800, наверное, ну, около 1000, в общем, где-то машина проехала, может быть, с моими там поездками. В общем, примерно около 1000 он уже проехал. Мотор, в принципе, весь сухой. Сейчас я просто, видите, я приехал, хотел, видите, показываю, видите, тягу. Я диагностику подключил. Я, в общем, на холостых выставил, она передувала, турбина чуть-чуть. Я ее убрал, сейчас буду проверять, на гору буду заезжать, на гору буду заезжать. И покажу вам, наверное, как она будет ехать, как будет набирать, какие параметры хорошо, какие параметры плохо. Кстати, тоже компрессор-кондер новый поставил, то есть патрубки. Я говорю, нового здесь, я говорю, больше миллиона денег, парни, в этой машине. Так, сейчас будем заезжать на гору, покажу сейчас вам то, что я буду смотреть, куда я буду смотреть, буду ролик снимать, показывать, как я тестирую машины на финише. И расскажу небольшой секрет, почему машины моего, ну, нашего, то есть исполнения, они работают, то есть без проблем. Объясню почему. Вот смотрите. Так. Объясню почему. Видите, воздух держит, сколько снимаю. Так, смотрите. Почему машина вот работает, да, то есть у нас берут люди и работают. Объясню почему. Потому что настраивает эту, настройка автомобиля тоже очень важная вещь. Потому что настраиваю ее я сам лично, то есть я сажусь за руль и все, вот как колодки подведены, вплоть, не знаю, там я все ощущаю на машине, когда еду. Потом, смотрите, почему люди бывают берут, не могут толком настроить, потому что собирал мотор один человек. Допустим, где-то клапана не дорегулировал, ему не нравится тяга, он поехал, к примеру, в диагностику. Диагност говорит,
проблема не во мне. Потом идут клапаны, который регулировал, или форсунки выставлял, проблема в нем. В общем, этого человека, вот есть такие у меня люди, звонят, рассказывают. В футболе ты от одного к другому специалисту, а тут все настраиваю я, понимаете. Я вижу, да, вот сейчас заведу его, вам покажу. С полоборота работает, то есть я все отрегулировал здесь. Все сам, понимаете, то есть я один человек, я тестирую машину сам, диагностирую, сам мотор собираю, сам клапана регулирую, сам, я не сомневаюсь, так, что клапана нормально выставил, все выставил. По прошивке, видите, 410 киловатт, примерно 500, наверное, около 40 у него здесь лошадей, 400 мотор Детройт. Вот на холостых, видите, я ему выставил, смотрите, турбину на дух, раскачиваю, 30, вот 31, в общем, выставляется примерно 0,3 атмосферы где-то, вот 0,3 до 0,3 до 0,4 атмосфер выставляется, это дует, или еще что-то дует куда-то, понимаете, я все это вижу сам. Один человек все делает, понимаете, я настраиваю ее один. А так в человека в футболе от одного специалиста к другому, тот говорит, не я виноват, тут я виноват, тут один, тут со Ставрополя есть парень. Говорит, футболит меня, один говорит клапана, другой говорит форсунки, третий говорит топливщик, четвертый говорит то. Ну, то есть друг друга в футболе, а в итоге машина как жрала 50 литров, так и жрет. Понимаете, вот так вот. И деньги вкладывают без понтов. Ну все, друзья, сейчас едем. Сейчас я спущусь на гору. И заезд сделаем на гору и посмотрим. Я покажу параметры, которые будут интересовать меня. И в то же время покажу это вам. Все, друзья, сейчас едем, спускаемся, покажу. Все, друзья, еду на этом я Фредди. Вот они, смотрите. Показываю, смотрите параметры. Я сейчас ближе чуть вот подтяну. Блин, все сам, ё-моё. Вот, смотрите. Видите, вот надув турбины, вот он, Т30, Т20, Т17, Т16, вот сюда смотреть надо. Сейчас я на гору буду заезжать под нагрузкой, посмотрим, сколько он будет надувать турбина максимально, да, то есть практически в пик. Сейчас я сделаю, я ее так на холостых, я ее настроил. Сейчас заеду, посмотрю, это процесс проверки, и сейчас посмотрю, сколько он на гору заедет. Едет он классно, перед на воздухе на самом деле. Машина такая мощная. Машина мощная, да. Кочки проезжают, в принципе, мягенько относительно. Салон еще не химчистили. Так, смотрите, вот, давайте сейчас я его начну, наверное, где-то с 80, да? Так, сейчас мы начнем с 80. Начнется гора у нас. Так, давление. Все в норме. А теперь поехали, наверное, да? Вот, так. Надувает у нас 254. 2,5 атмосферы. Так, а набрали мы 20 километров на гору. В принципе, нормальный показатель. Я, наверное, не буду трогать. Или чуть, наверное, уберу. Так, чуть-чуть, наверное, я еще уберу. И все. То есть я надув уберу. Ну все, друзья, вот такой маленький тест я вам показал. Как все это тестируется. Ту турбину я сам как бы выставляю, да, надув этот. Сейчас я покажу вам еще небольшой обзорчик. Сзади все покажу сапун. Давление его на холостых. Смотрите. Вот на оборотах за 50. Он уже прогрет. Новые термостаты стоят. Вот такой вот красавец, что могу сказать. Вообще вид у него реально офигенный. Офигенный вид. Смотрите, какой красавчик. Это с того, что было, реально, это, ну, реально вот просто максимум, я думаю, что можно сделать этой машине. Все полировали полностью машину, и обвесы, и все полировали, все делали как по максимуму. Задние брызговики вообще в тему на самом деле. Ну все, друзья, вот такой вот Фред, смотрите, получился у нас. Сейчас я чуть турбину, наверное, уберу еще чуть-чуть. Еще раз сам уже для себя заеду, проверю все. Я вам показал.
Ну все, друзья мои, идем дальше. Не болейте, самое главное. Сейчас покажу, друзья, как я убираю турбину надув, чтобы вы тоже знали, как это делается. Не знаю я уже. То есть я делаю, смотрите, убираю чуть флажок ниже, чтобы меньше был надув. Много не надо, конечно, это делать, но сейчас по чуть-чуть будем делать. Ну все, сейчас еще раз я сам заеду, посмотрю, как он себя чувствует, этот автомобиль. Ну все, друзья, что могу сказать? Вот такой Фред получается. После того, что было, я думаю, это идеальная машина, честно. Кто хочет, друзья, сделаем такую же машину, но еще раз скажу, максимально, то есть я все, что могу, я всегда все делаю, технически уж точно. По пластику, может, будет машина чуть хромать у нас, а вот по технически все пашут. Так, парни, повторный заезд на красном. Смотрите, хотел показать, как у него работает коробка. Мы же делали с полуавтомата механику, ой, с автомата. Обычно 4-5 развернута, а у него, видите, следующая передача, вот, четко по очереди идет. Вот это уже 9-я. 10-я, видите, куда заходит? Туда. Такая крышка, в общем, она с пружинкой, все как положено. Ну, в общем, и смотрите. Сейчас будем заезд на гору делать. Так, сейчас я заторможу вот в середине горы. 90, поехали. Так, смотрим на диагностику. 230, 634. Ну, наверное, вот это, да, 240. Итак, вот он красненький. Всем добрый день. Приехал я за ним, делали химчистку салона. Вот он наш красавец. Сейчас покажу, как они химчистили. Тут еще, конечно, есть по мелочи, там пару пластмассок поставить. Ну, поставим. Это мелочи. Вот он наш красненький Фред. Сейчас покажу, как получилась у него химчистка салона. После того, что было, конечно. Так. Сиденье полностью. Они моющим пылесосом моют здесь. Работу с одной женщиной. Профессионально занимается химчисткой. Вот он весь салон. Туда заходить я, наверное, уже не буду. Я в обуви. Хотя тут поле как заводской, видите. Вообще салон, конечно, вымылся. Он как новый стал. Прям пластик такой, знаете, прям приятно. Приятно такой серенький. Вот он салон. Вот панель. Да она как по заводу машина получилась. Мы приблизили эту машину. Вот прям реально близко к салону. Ой, к заводу. Так что вот так. Ну и все, друзья. Вот такой вот Фред получился у нас. С того, что было. Было это, я думаю, лучше. Видите, кстати, у него сиденье сколько регулировок надувается. Очень много. И спину, и поясницу. И все. Все равно новый никогда не станет Фред этот. Никогда. Я никогда не сделаю как новый. Так что тут даже говорить об этом не хочется. Все, друзья мои. Вот такой вот Фред, вот такой салон получился у него. Я считаю, очень даже ничего. Так что максимально делаем, как можем. То есть
Так, что, 4-го года Фред, 555 у него, или 550, что такое, лошадей. Очень сильный, кстати, по тяге прям зверь. С полного автомата сделали. Механику поставили, педаль. Все переделали. Новая резина, новый аккумулятор. Все новье. Мотор, капиталка. Переборка. Все, друзья, всем пока. Не болейте. Самое главное. Остальное все мелочи жизни. Так, парни, ну все. Сцепка у нас, то есть машина с моей стороны готова. Он вот такой прицеп, кстати, купил, американский, видите? Тоже загнали ходовикам, они, ну, сделали ходовики. Ходовку перебрали этому прицепу. Вот такая американская сцепка получается. С американским прицепом. Смотрите, что по моей работе конкретно. Все это финиш. То есть уже все, машина готова полностью к отдаче. Такой вот красавец получился. Сейчас люди зададут мне вопрос по зеркалам, наверное. Зеркала была договорена, сразу отвечу. Такая, что если он доплатит за зеркала, ну, грубо, купит у меня, так скажу. Зеркала мы их поставим, у меня в наличии новые есть. Но он говорит нет. Ну все, то есть у нас была цена именно конкретно про зеркала, прям мы конкретно во время разговора сказали, что с зеркалами. С зеркалами сказали по факту. Когда машина готова, там уже примет решение хозяин. А может, другие захочет поставить. Это уже его дело, как бы это уже мелочевка, сам разберется, скажем так. Вот такой Фред получился, покажу сейчас салон, пройдусь, покажу по салону. По салону там все в заводе, честно, ничего такого нету особенного. Салон мы приблизили к заводу, как он и просил, в принципе. Так. Вот он, салончик. После химчистки, как видео уже я показывал. Такой салон у него. Вполне, в принципе, достойный. Я считаю, для Фреда даже очень. Все ближе к заводу, друзья. Все как по заводу. Он так и просил эту машину. Машина чуть рестайлинговая, она, ну, уже нового поколения. Все сделали. Утечки воздуха, всю мелочевку. Собрали машины, грубо говоря, с рамы. Что я могу сказать? Примерно по деньгам, я же говорю, ну, ремонт обошелся больше миллиона. Это примерно, я вам сейчас так посчитаю, чтобы вы поняли, сколько здесь что стоит. Так вот, накинем мотор где-то 550. Это с головкой совсем. Так как гильзы я здесь не менял на этом моторе, они были идеальные. Чуть сэкономилось, скажем так. Мотор 550. Так, что такого из грубого? Ну вот эта морда 100 тысяч, это капот, фары, вот это вот бампер, решетка. Уже 650. Резина 170, уже 800 получается. 20. Так, аккумуляторы там, грубо говоря, ну, пускай будет 30, не знаю, там. Уже 850. Так, сейчас примерно кидаю вам, друзья мои. Так, радиатор, это кассета 60. Уже 910. Идем дальше. Лобовые там 15. Уже 925. Потом, что такого? Ходовка 200. Обходит, все новые барабаны стоят с работой полностью. Уже 1 150 000 где-то, да, 1 100 000 где-то. Да, 1 100 000. 1 150 000. Это вот так, друзья, это бочина, там, замена маляру, там, получается. Если только 40 тысяч, это краска на подбор, столько, ну, 1 300 000 400 000 я, наверное, в эту машину вложил, вот честно. Вот где-то так вот, в среднем там, уже там глушитель новый, там, ну, это все новое здесь. Да, труба это точнее, да. Столько мелоча уже, которые, знаете, очень много денег за. Это так как грубо, даже эти брызговики и то 15 тысяч денег стоят. Вот они, видите, вроде мелочь, а 15 денег. Электрик здесь, ну я не говорю, тут 1 300 000 где-то денег соберется. Вот просто вот это с бочиной, заменой бочины, с полиролями всякими, тут совсем там, с маслами, с антифризами. Так что сальники эти все, то есть, ну вот, я говорю, это 1 300 000 примерно, вот у него вложение. Это я так вот, знаете, это свою работу физическую, то, что я собрал, я даже еще не считал. То есть свою физическую работу, что я своей рукой делал, я это не считал. Я сейчас свою работу посчитаю, что я здесь мотор собрал, что кучу всего я здесь сделал. Переделка коробки, кстати. Эта машина остается, честно говоря, наверное, бульон. 1 300 000, 1 350 000, наверное,
вложено как минимум. Это я вот так вот. Сейчас даже считать, наверное, не хочу. Лишний раз расстраиваться не хочу. Но ничего, все, что есть, что есть. Как бы защиты эти тоже новые, кстати, да. Ну, в общем, много всего на самом деле. Ну все, друзья, вот такой вот Фред с 1 300 000 с вложениями. Вот так получается, когда в машину вкладываешь. А самое много здесь труда, друзья мои. Труд, деньги, ладно. Труда здесь сколько? Физического именно. Представьте, что с ней было и что с ней стало. Все, друзья, вот такой вот Фред получился. Все, всем пока, не болейте.